В этом видео я расскажу о некоторых методах изучения иностранных языков, которые мне лично не подошли, и о том, что я делаю вместо них. Я изучаю языки более 20 лет и свободно говорю на русском, английском и испанском. Мой родной язык сербский, а в настоящее время я изучаю немецкий. Итак, метод 1. Карточки для запоминания лексики. Я в целом не люблю методы, которые заставляют меня чувствовать, что я учу язык как школьный предмет. И карточки в этом смысле сильно напоминают школу. Они часто оторваны от реального контекста, опираются на перевод и требуют механического запоминания и зубрежки. Я понимаю, что сейчас в Анке есть опция с озвучкой, что уже лучше, но это все равно не мой метод. Я лексику редко учу как отдельные слова. Для меня она является частью текстов, которые я читаю, и аудирования, которые слушаю. Например, сейчас с немецким я выписываю слова из уроков в список с переводом на английский, но практически никогда к нему не возвращаюсь и не пытаюсь его зазубрить. Я делаю по-другому. Жду какое-то время после урока, например, 2-3 недели, затем открываю этот список и просто читаю его как книгу. После этого я сразу снова прохожу тот же урок. Читаю те же тексты, отвечаю на те же вопросы, прохожу тоже аудирование. По сути, я делаю наоборот тому, как это было в первый раз. Сначала проходила урок и выписывала лексику, а теперь сначала прохожу лексику, а потом делаю те же материалы с заранее знакомыми словами и лучшим пониманием. Мне лично это помогает закрепить информацию в контексте. Если в уроке есть много какой-то сложной лексики, то я тот же процесс могу сделать заново. Еще один момент, касающийся словарного запаса. Я заметила, что если регулярно работать с материалами своего уровня, сейчас я, например, прохожу аудирование и чтение уровней А2 и Б1, то начинаешь замечать, что слова твоего уровня, они повсюду в этих материалах. И самое ценное– это то, что они начинают всплывать в материалах спонтанно и неожиданно. Я думаю, что это гораздо эффективнее, чем специально открывать и повторять списки слов, потому что понимание слов в спонтанной речи– это именно тот навык, который действительно стоит тренировать. Метод 2. Перевод. Я не знаю, как это работает, но у меня в целом очень плохо получается переводить. Даже в школах в Сербии, насколько я помню, мы довольно мало переводили, возможно, только в 5 классе, когда только начинали изучать английский. Все остальные уроки английского проходили преимущественно на английском, причем это была совсем обычная школа без английского уклона. Перевод имеет смысл, когда ты совсем начинающий, но мне кажется, что уже после уровня А2 от него стоит отходить и переходить к материалам только на изучаемом языке, без языка посредника. Когда я использую перевод, то делаю это только для отдельных слов, а не для целых предложений или текстов. Сам по себе перевод– это не что-то плохое, но мне кажется, что из-за традиции преподавания в советских школах люди слишком часто на него опираются и начинают воспринимать иностранный язык как переведенный русский. Это часто видно по неестественным структурам и выражениям, которые люди строят на иностранном языке. И несмотря на то, что я говорю свободно на нескольких языках, у меня в голове между ними существуют определенные границы, и мне реально сложно переводить с одного языка на другой. Я предполагаю, что это вышло как результат отсутствия перевода в моем изучении. Когда говорю на каком-то языке, я как будто выбираю одну языковую версию себя, и она редко смешивается с другими, кроме периодических ложных друзей и языковой интерференции. Вместо перевода я стараюсь сразу связывать ментальный образ или понятие со словом или выражением на иностранном языке и параллельно проговариваю его вслух, пока выполняю эту ментальную операцию. Понимаю, что такой подход может казаться сложным, особенно если раньше вы его не использовали, но со временем к нему привыкаешь, и необходимость в переводе постепенно исчезает. Кстати, у меня на канале есть видео о том, как перестать переводить, если для вас это актуально. Метод 3. Заучивание диалогов или фраз наизусть. И в целом заучивание чего-либо наизусть. Мне кажется, что это часто превращается в издевательство над языком и над самым процессом обучения. Но есть два исключения.
Первое — это музыка. Я очень люблю петь и без преувеличения знаю наизусть несколько сотен песен на английском, возможно, даже 1000. Точно посчитать сложно. Скажу только, что одну из первых песен я выучила, когда мне было около 6 лет. Это была песня группы Nana «And When the Rain Begins to Fall». И потом началась череда лет, когда я ежедневно сидела, учила слова песен и пела. И это не только на английском. Это то, что я по-настоящему люблю, поэтому это не ощущается как труд, а как удовольствие и хорошо проведенное время. Второе. Я думаю, что имеет смысл выучить наизусть таблицу неправильных глаголов для уровня А2. После этого часто уже на интуитивном уровне проще справляться с остальными неправильными глаголами, которые появляются по мере роста уровня. В остальном, по моему мнению, ничего специально наизусть учить не нужно. Чтобы автоматизировать фразы в речи, я использую shadowing или просто чтение вслух. Я много раз повторяю фразы, и они постепенно закрепляются. Это логично, потому что мозг и тело запоминают движения мышц и артикуляцию через повторение, они становятся автоматическими. Со временем требуется все меньше усилий и времени, чтобы вспомнить нужную фразу в момент речи. В конце хочу добавить, что у каждого свой путь, и то, что не работает для меня, может работать для кого-то другого. Но если вы чувствуете, что застряли в бесконечных списках слов и правилах, возможно, стоит больше прислушаться к себе и попробовать более естественный подход.